Друзья, я очень-очень давно, как, наверное, многие из вас, мечтал погрузиться во вселенную макросъемки. И буквально на днях мне это удалось. У меня наконец-то получился именно тот результат, которым я остался доволен и удовлетворен. Вы уже видели на заставке макроснимки, и я их получил на телефон. И сегодня я вас научу делать такие же фотографии. Итак, друзья, вы на канале Art Photo Life. Меня зовут Серджо. Все по порядку. Однажды, будучи в пейзажном фототуре, мы с ребятами шли на точку. Это было раннее утро, солнце только встало, мы зашли в красивую рощу, и посередине этой рощи стоял такой мохнатый куст. Я не знаю, как называется это растение, но он просто весь был усыпан жемчугом росы, которая осталась после утреннего тумана. И это выглядело просто невероятно. Капли воды играли на солнце, сверкая как плеяда прекрасных космических звезд. И что же произошло дальше, как вы думаете? Ну, у всех были, соответственно, камеры, фотоаппараты, не телефоны. Все ребята достали камеры и начали перевооружаться. Начали цеплять на них вот такие вот здоровые макрообъективы. И каждый облюбовал свою часть этого кустика и начал делать съемки. У меня тогда с собой был объектив 17-40 мм. Он абсолютно не предназначен для макросъемки. Я попытался что-то из этого получить, но сами видите, какой результат. Это все, конечно, полная какая-то фигня. Мне все это, конечно, абсолютно не понравилось. И после этого я, конечно, позавидовал и начал изучать вообще вот этот весь макромир, как можно получать замечательные фотографии, погружаясь во вселенную вот этих маленьких прекрасных предметов. В общем, я стал изучать технику, благодаря которой можно получить красивые макроснимки. Хорошие объективы стоили достаточно дорого, они были большие, тяжелые. Я представлял всю ту тяжесть, которую мне пришлось бы пережить, таская я дополнительный такой объектив каждый раз с собой куда-то на фотосъемку. И в общем я очень долго никак не мог решиться и не понимал, стоит мне это покупать или не стоит. Такие красивые снимки, конечно, очень хотелось получить, но я не мог понять, насколько мне это вообще понравится и насколько я с этим приживусь, насколько это сильно приживется вообще в моем образе фотожизни. Но тут в моей жизни случился 13-й iPhone, и, как уверяла компания Apple, помимо всяких всевозможных преимуществ этого телефона перед другими, я получу возможность качественного, красивого и художественного макро. Но после моих экспериментов с макрорежимом на айфоне я понял, что результатом я недоволен. Слишком большая глубина резкости, рваное некрасивое боке и какое-то неестественное высветление кадра при переходе в режим макро. И все это вместе, как я понял для себя, позволяет сделать, ну, разве что съемку на продукте его состава, когда написано очень-очень мелким шрифтом и невозможно прочитать, сфотографировать его в макрорежиме, увеличить и прочесть комфортно для глаз. В общем, художественную ценность на айфоне я так и не обнаружил в режиме макро и продолжил свои поиски. Дорогой и тяжелый объектив для камеры я все-таки не решался покупать, и я решил дать своему айфону еще один шанс. Покопавшись немного в интернете, я подобрал одно решение и решил рискнуть и попробовать, ну, оно стоило тем более не очень дорого. И в итоге я наконец-то добился такого результата, который меня полностью удовлетворил. Мне на самом деле понравилось то, что я вижу после макросъемки. Такое решение обошлось мне примерно в 1700 рублей, это где-то около $30. Об этом чуть позже. Давайте посмотрим снимки со штатным режимом макро и сравним со снимками, которые можно получить на тот же iPhone или любой другой телефон, потратив вполне разумные небольшие деньги. Итак, смотрим. Слева вы видите макрорежим iPhone, а справа это мой метод. Все снимки я специально показываю без обработки, чтобы сравнивать стоковое качество. Я думаю, что всем очевидно, штатный режим макро у айфона сильно уступает. Наверное, настала уже пора снять завесу с этого секрета. Итак, друзья, вот оно решение, которое я нашел, попробовал и которое мне понравилось. Это макрообъектив Ulanzi с AliExpress. Ссылочку, где я покупал, я оставлю под этим видео, а если там вдруг перестанут продавать или магазин этот закроется, то вот полное название этого объектива, вы можете найти его в другом месте, ну, если, конечно, вам это все нужно. А теперь немного о характеристиках и особенностях этого объектива. Это объектив
с фокусным расстоянием 75 мм. Но это вовсе не значит, что вы сможете использовать это стекло как штатный объектив. Портретником он работать не будет, ну разве что можно снять глаз крупным планом. Так как он фокусируется только на расстоянии нескольких сантиметров от снимаемого объекта, и для того, чтобы получить качественный резкий снимок, мне пришлось использовать штатив. Ну, без штатива я тоже снимал. Получается вполне себе неплохо. Ну, нужно только, чтобы руки не тряслись и вовремя нажать кнопку. В комплектацию входит непосредственно сам объектив, две защитные резиновые крышечки сверху и снизу, прищепка или скоба как альтернатива, кейс для хранения. Чистый вес объектива без крышек и прищепки составляет 60 грамм. Объектив имеет несъемную бленду, крепится объектив на скобу или прищепку резьбовым соединением. Также отдельно не входит в комплект, но можно приобрести чехол и накручивать объектив непосредственно на сам чехол. Я решил на это деньги не тратить, специально не искал, но на AliExpress видел различные чехлы на различные модели телефонов. Итак, друзья, выводы. Хорош ли этот объектив? Безусловно, хорош. Он значительно расширяет штатные возможности камеры телефона и практически не уступает своим взрослым сородичам, которые используют на камерах. Если рассматривать снимки на большом мониторе и значительно увеличить, то можно, конечно, увидеть некоторые погрешности в резкости, в целостности в пикселях. Но так как сейчас большинство смотрят фотографии на телефонах, то этого никто не заметит, и различия между фотоаппаратом и телефоном мало кто определит. Наложив некоторые настройки своих пресетов, я получил вполне интересный, симпатичный и хороший результат. Итак, друзья, к покупке однозначно рекомендую, но решать, безусловно, вам, нужен он вам или нет. А мое портфолио теперь обогатится новыми, я надеюсь, интересными и красивыми макроснимками. И я продолжу, конечно же, изучать макросъемку и в дальнейшем, безусловно, поделюсь с вами своими какими-то секретами. Ну, в общем, если видео понравилось, поставь палец вверх. Можешь поставить дизлайк, его все равно никто не увидит. Ну и, конечно, не настаиваю, но было бы неплохо подписаться, чтобы мы с тобой встречались чаще и ты не пропускал новые полезные видео по съемке, обработке фото и видео. А на этом, друзья, все. Напоминаю, что с вами был Серджио и интерактивная фотошкола Art Photo Life. Желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч!